Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим постное безе без яиц. Вместо белков мы будем использовать аквафабу из нута. Это чудесный ингредиент, который позволяет получить устойчивую, пышную и воздушную меренгу. Если вы еще не пробовали готовить аквафабу самостоятельно, загляните в мое предыдущее видео, там все подробно показано. Ссылка в описании. Но есть и более быстрый вариант. Можно использовать жидкость от консервированного нута, горошка или белой фасоли. Главное внимательно изучить состав. В банке должны быть только бобовые, вода и соль. И если добавлены уксус, консерванты и загустители, такая жидкость может не взбиться или повлиять на вкус безе. В подходящую сухую и обезжиренную емкость выливаем аквафабу. Добавляем лимонную кислоту или лимонный сок. И начинаем взбивать сразу на высокой скорости. У меня она после разморозки, заморозка не влияет на ее свойства. Лучше всего аквафаба взбивается, когда она холодной или комнатной температуры. Если она будет теплая, то результат может получиться нестабильным. Чтобы аквафаба хорошо взбивалась, в посуде не должно быть следов жира. Перед началом приготовления протрите миску и венчики уксусом или лимонным соком. Время взбивания зависит от мощности миксера. Если через несколько минут масса не увеличилась в объеме и не становится густой, значит аквафаба недостаточно концентрирована и безе из нее не получится. Когда вся жидкая аквафаба превратится в устойчивую пену и на дне не останется жидкости, начинаем вводить сахар. Сахар добавляем порциями по 1 столовой ложке. Постепенно, чтобы он успел раствориться. И если высыпать сразу весь сахар, он просто осядет на дне. Используйте мелкий сахар, он быстрее растворяется. Если у вас только крупный, короткими импульсами измельчите его в пудру с помощью кофемолки или блендера. С магазинной сахарной пудрой стоит быть осторожнее. В ней часто содержатся крахмал и антислеживающие добавки, которые могут повлиять на текстуру. Старайтесь выбирать сахарную пудру без лишних компонентов. Для классического безе на аквафабе обычно берут 1,5-2 части сахара на 1 часть аквафабы. Такие пропорции дают более стабильную и плотную структуру. В данном видео я показываю облегченный, менее сладкий, но все равно работающий рецепт. С уменьшенным количеством сахара в пропорции 1 к 1. Если вам нужно получить более плотное безе и более сладкое, то добавляйте на 100 граммов аквафабы 150-200 граммов сахара. С последней порцией сахара добавляем ваниль. Можно использовать ванильный сахар, пасту или экстракт. Продолжаем взбивать на максимальной скорости до густой, глянцевой и плотной массы. Для проверки готовности меренги можно взять немного массы и растереть между пальцами. Если чувствуются крупинки сахара, продолжаем взбивать до полного их растворения. Готовность также можно определить и по так называемым пещеркам до самого дна, как и в меренге на яичном белке. И вот такая красивая и устойчивая меренга из аквафабы получилась в результате. Как еще понять, что взбили идеально? Если перевернуть чашу, масса останется на месте и не сдвинется. Она должна быть густой, устойчивой и глянцевой, с четкими пиками. А теперь важный вопрос, можно ли перевзбить аквафабу. Многие говорят, что нет, но на самом деле можно. Если взбивать слишком долго, масса становится зернистой, менее стабильной и может начать расслаиваться. Поэтому не переусердствуйте, как только пики стали плотными и устойчивыми, нужно остановиться. Далее берем кондитерский мешок с насадкой, у меня насадка 1М. Можно обойтись и без насадки, просто срезать край кондитерского мешка. Перекладываем получившуюся меренгу из аквафабы в кондитерский мешок. Разминаем его руками, чтобы убрать крупные пузыри воздуха, и проталкиваем меренгу к насадке. Отсаживаем безе на противень, застеленный бумагой для выпечки. Безе я делаю не крупные, чтобы они быстрее просушились. И в результате у меня получилось 105 маленьких безешек. Я их сушила на 2 уровнях одновременно. Разогреваем духовку до 100 градусов без конвекции и отправляем безе сушиться на 2-3 часа. Точное время зависит от размера безе и особенностей вашей духовки. После выключения оставляем безе в духовке до полного остывания. Так они дойдут до идеальной кондиции. Я обычно ставлю сушиться на ночь, выставляю таймер духовки на 3 часа и спокойно иду спать. А утром меня ждут идеально просушенные хрустящие безе. Это очень удобно. Если безе уже остыло, но все еще как следует не просохло, нужно повторно включить духовку и досушить безе еще некоторое время. Когда безе становится твердым, не липким, хорошо отходит от бумаги, достаем его из духовки.
Безе легко впитывает влагу, поэтому хранить его нужно в герметичном контейнере с бумажными салфетками внутри. Так оно долго останется хрустящим и свежим. Надеюсь, мой рецепт вам пригодится. Если у вас есть вопросы и пожелания, пишите в комментариях. Готовьте с удовольствием и радуйте себя и близких. Совсем скоро увидимся в новом вкусном видео.